И ведь знаешь, как бывает. Идешь ли по утренней росе, или падаешь птицей с неба, а иногда вот так вот сядешь, да и посмотришь на ночное небо, а на нем звезды, звезды, а за ними снова звезды, звезды, а потом еще звезды, звезды. Звезд так много, что они не укладываются у тебя в голове. И все это связано и спрятано в самом сердце туманов. Я в каждом прохожем, встреченном тобой на дороге, или в капле дождя, падающей на твои ладони. И когда я разобьюсь, меня станет еще больше. Тебе выбирать, убивать меня или множить. Просто знай, в конце пути меня уже не уничтожить. Проснешься утром, разомнешь шею, да и выйдешь в город подышать свежим воздухом. А там жизнь. Все куда-то спешат, чего-то делают. Будто на это большое нечто под названием город насыпали крошки счастья, и каждый спешит урвать себе кусочек побольше. Вот наш маленький Вавилон. Площадь 6 телепортов. Древняя технология расы Асура, позволяющая перемещаться по миру Тирии со скоростью мысли. Отсюда я направляюсь в Рощу, столицу Сильвари, каковым я и являюсь. Вероятно, вам будет сложно поверить, но наш город — это не совсем город в том понимании, в каком вы привыкли видеть города. Сотни лет назад на этом месте была маленькая деревня, и в ней жил человек по имени Ронан. Однажды он ушел на войну и в своих странствиях наткнулся на пещеру, в которой нашел много непонятных семян. Одно он забрал себе. Когда же Ронан вернулся, то вся деревня, включая его семью, были убиты. В эти годы человечество воевало с кентаврами, и среди них был старейшина по имени Вентари. Он ненавидел войну всеми силами души своей и покинул родное племя, чтобы обосноваться вдали от кровопролития. Так, два заклятых врага встретили друг друга. Ронан и Вентари посадили найденное семя как венец ненасилия, и оно проросло в гигантское древо, которое мы и назвали Рощей. Роща — это живое существо. Иногда оно являет нам свой аватар, который мы любовно называем матерью. Из первых семян этого гигантского древа появились мы, Сильвари. Посмотрите на нас. Разве это не чудо? Меня зовут Аскан, и такова моя история. Меня зовут Сигвальд Бьорн. Я ведом духами дикой природы. Я ценю красоту и спокойствие наших заснеженных земель, которые местные называют сотрясающимися горами. Но сотрясаются они не из-за колебаний земной коры или извержений вулканов. Нет. Много лет назад пробудившийся дракон Джормак изгнал нас с родных земель, и мы двинулись на юг, в поисках нового дома. Мы нашли прибежище в тех землях, где раньше жили дворфы, и построили свой город, который назвали Хольбраком. Но разве это дом?
Каждый раз, когда я смотрю на него, он напоминает мне о нашей слабости. Все, что мы смогли забрать от Джормага, это его клык. Сегодня я отправлюсь к Хавруну, шаману Норнов, который способен говорить с моим тотемным духом, медведем. Я буду просить о смелости и храбрости, чтобы поучаствовать в великой охоте. Каждый Норн должен прославить свое имя в легендах, чтобы после смерти не кануть в небытие истории. Я попрошу у него медвежьей силы, чтобы собственными руками вырвать клыки из пасти ледяного дракона и выложить ими забор в Хоэльбраке. Многие мои братья поддались зову дракона. Теперь мы вынуждены сражаться друг против друга, брат против брата. Когда-то Сванер, великий воин из нашего племени, пошел очистить озеро Дракар от волчьей стаи, но встретил чемпиона Джормага. Он овладел его разумом и сулил власть и добычу. Родная сестра Сванера, Джора, умоляла брата уйти, но тот оттолкнул ее, поддавшись зову дракона. Многие воины примкнули к великому Норну, обосновав культ сыны Сванера. Впоследствии Джора нашла порабощенного брата и убила его. Когда-нибудь и я, Сигвальд Бьорн, совершу свою легенду. Мы Норны, и мы никого не боимся. Я Астромансер Пракс. Тысячи лет раса Асура жила под землей, пока миньоны Великого Разрушителя не вытеснили нас на поверхность. Мы один из самых маленьких народов Тирии, но пусть вас это не смущает. Наше величие сокрыто внутри. Ни один народ мира не сможет сравниться с интеллектом и магией нашей расы. Это мы построили пространственные врата. Это мы создали первых големов. И, наконец, нам принадлежит мировое чудо под названием Ратасум. Наш новый дом, парящий над руинами некогда исчезнувшей цивилизации. Судьбу нельзя искусить. Это часть вечной алхимии, как и все остальное. Проходят дни, вращая свои шестеренки, и так наступает будущее. Все вещи взаимосвязаны, независимо от того, насколько они малы и незначительны, велики или важны. Все они являются частью какого-то великого космического механизма. Алхимия связывает не только материальность бытия, но и значение вещей и понятий, их конечные судьбы, смысл жизни всего живого и жизнь каждого существа в отдельности. Для познания вечной алхимии мы создали 3 колледжа, в которых обучаем своих детей. Колледж динамики изучает спонтанное решение проблем, о которых пока ничего не известно. Его изобретатели славятся своей гениальностью и непредсказуемостью созданных изобретений. Колледж статики. Его ученики осторожны и последовательны в своих решениях, предпочитают работать аккуратно и с первого раза строить вещи, которые прослужат долго. Инженеры статики строят города и поднимают их в воздух при помощи заряженных камней левитации. И, наконец, колледж синергии. Члены этого колледжа изучают магическую метафизику, кибернетические системы и теорию абстрактных структур. Возможно, этот колледж не может похвастаться осязаемостью своих открытий, но его теории связывают воедино многочисленные области науки и философии нашей расы. Меня зовут Пракс, и когда-нибудь я познаю тайны вечной алхимии. Меня зовут Олеся Олдридж, и моя цивилизация породила множество культур в мире Тирии. Когда-то мы жили в мире гармонии на континенте Ор вместе с 6 человеческими богами. Мы были живой, гордой и процветающей нацией, возлюбленной своими богами, правящими в тени Араха.
И все, о чем мы мечтали, это выполнить свой долг перед богами, чтобы довольствоваться вознаграждением в этой жизни или следующей. Но был и седьмой бог – Абаддон. Он даровал нам магию, а магия дала нам силы. И, как это часто бывает, люди стали использовать ее не во благо, но во имя уничтожения друг друга. Так началась бесконечная гонка за власть. Наш первый король Дорик попросил у богов изъять этот дар, чтобы остановить братоубийственные войны. Но Абаддон не согласился, и тогда боги заточили его в царстве мучений, а большую часть магии запечатали в кровавые камни. Пока империи сражались друг с другом, боги покинули мир, не сказав ни единого слова. И это событие мы назвали Исходом. С тех пор все года нашей жизни мы делим на до Исхода и после. Ослепленные жаждой власти, мы не заметили, как другая угроза нависла над нами. Чары. Они пришли осаждать Аскалон во главе с Пламенным легионом. Их было сотни, тысячи, легионы. Защищая Аскалон, король Адельберн впал в ярость, когда увидел, что люди бегут с поля боя. При помощи своего магического меча Магдайра он применил заклинание столь же великой мощи, сколь и ужасной. Мех чаров вспыхнул, как сухое дерево, а плоть взорвалась неземным пламенем. Но то, что случилось с людьми, было бесконечно хуже. От их тел остались лишь горящие фрагменты, над которыми стояли души, навечно привязанные служить Аскалону. Впоследствии чары вторглись в Ор и уже готовились захватить Арах, но визирь Хилброн прочел один из 5 магических свитков, вызвав ужасный катаклизм, который похоронил континент в глубинах бесконечного океана. Меня зовут Алисия Олдридж, и клянусь богами, я больше не потерплю ни одной жертвы. Меня зовут Таддиус Фейтклоу, и это моя варбанда. Мы вместе растем, вместе сражаемся и вместе умираем. Варбанда — это моя семья, хотя каждый из нас — это сын и дочь своего отца и матери. Мы выросли в Фараре, военной школе, где из нас еще детей сформировали отряд и отправили на войну. Мы не верим в богов, мы не верим в духов, но мы верим в силу меча и свои технологии. Только технологии позволили нам построить Черную цитадель, неприступную твердыню Железного легиона. Здесь мы отливаем металл, строим боевые машины и осадное сооружение. Мы воздвигли эту столицу как победное знамя над всем Аскалоном. Когда-то люди изгнали нас с этих земель, но легионы не пали. Железный, пепельный, кровавый и пламенный легионы объединили свои усилия, чтобы нанести удар в самое сердце людской расы. И мы победили, но цена победы оказалась слишком высокой. Многие из нас не выжили в той войне. Ее последствия оказались страшнее, чем мы думали. Призраки, проклятые заклинанием Дильберна, навсегда привязались к родной земле и теперь досаждают нам в развалинах Аскалона. После победы нас ждала еще одна беда. Пламенный легион возомнил себя лучшим из лучших и попытался навязать свое господство. Всему виной эти проклятые титаны. Они дали Пламенному легиону мощную магию в обмен на фанатичную веру и преклонение перед ними. Котел катаклизма, обрушивший огненный дождь на стены Аскалона, стал сильным козырным тузом в руках шаманов чар, и те образовали неприкасаемую касту. Тогда мы объединили силы 3 остальных легионов и дали отпор Пламенному легиону на равнинах Галгейна. С тех пор мы презренно смотрим на магию, а те самые титаны, которых шаманы считали богами, пали от руки каких-то жалких людишек, тоже мне боги.
Я Тадиус Фейтклоу, и меня никуда не зовут. Мы чарры, мы сами приходим и забираем то, что нам нужно. Режиссер, автор сценария и монтаж Иной. Роли озвучивали Аскан Иной, Сигвальд Бьорн Андрей Стакионис, Астромансер Пракс Алексей Валенко, Олеся Олдридж Ольга Татаринова, Тадиус Фейтклоу Андрей Демин. Отдельная благодарность гильдии Russian Dogma сервер Вабби за помощь в создании ролика.